Привет! Это Анатолий Ака Парцефаль, подкастом «Вокруг Средиземья». Сегодня у нас 4-й выпуск, и мы начинаем читать «Хоббита», первую главу, которая называется «Нежданное угощение». В этом выпуске мы узнаем, почему предводителя гномов Торина в первоначальном варианте звали Гэндальф, как в таком случае звали Гэндальфа, и где в «Хоббите» можно заметить еврейские мотивы. Итак, начинается книга с персонажа, с которым мы все можем себя ассоциировать. В глубокой норе жил-был хоббит. То была настоящая хоббичья нора, а это значит очень и очень уютная. Это никакой не героический рассказ, не эпос, не приключение. Это обычная наша жизнь, в которой мы узнаем себя. Хоббит живет в комфорте, в своем уютном маленьком мирке, и даже географические названия показывают это. Река называется река с большой буквы, холм также, просто потому что в их местности нет другой реки или другого холма, а те, которые есть, они слишком далеко, и хоббит туда не ходят. Бильбо и остальные хоббиты живет своей уютной жизнью в небольшом мирке. Можно даже назвать эту жизнь мещанской. Вот что Толкин об этом говорит. Надо сказать, что хоббит этот был довольно зажиточный, а фамилия его была Бэггинс. С незапамятных времен жили Бэггинсы в окрестностях холма и во все времена пользовались всеобщим уважением. Не только потому, что в большинстве своем были богаты, но и потому, что никогда не впутывались ни в какие приключения, и никаких неожиданностей от них ждать не приходилось. Заранее можно было сказать, что ответит Бэггинс на любой вопрос, и даже трудиться можно и не спрашивать. То есть их мир довольно ограниченный, они не знают и не хотят знать ничего, что выходит за пределы их обычной жизни. Как еще описывает Толкин своих хоббитов? Они склонны к полноте, одеваются в яркие цвета, предпочитая желтый и зеленый, а вот обуви не носят вовсе, поскольку от природы на подошвах у них кожа толстая, как хорошая подметка. Волосы на голове у них курчавые, равно как и бурая шерстка на ногах, густая и теплая. То есть здесь можно увидеть такое описание, которое подсказывает нам, что хоббиты очень близки к земле. Толкин ведь сам сравнивает себя с хоббитами иногда в своих письмах, говоря о том, что предпочитает желтые и зеленые цвета в одежде, природу, естественный мир. То есть, несмотря на то, что он, конечно, не одобряет узкую ментальность хоббитов, он, тем не менее, относится к ним очень хорошо и положительно. Но что же значит этот хоббит? Что же значит само это слово? В предложении «Властелину колец» Толкин производит слово «хоббит» из древнеанглийского «холь битла» — «живущий в норе». Тем самым ставит его в один ряд с названиями остальных рас Средиземья, которые все так или иначе позаимствованы из древней мифологии или древних языков. Некоторые переводчики замечали сходство слова «хоббит» со словом «рэббит», и это соблазняло усмотреть сходство в значении. Например, в переводе Муравьева и Чистяковского многие хоббичьи имена и топонимы содержат элементы «кролл» и «зайк». Кролик, зайка. Муравьев даже пишет в предисловии: конечно, сразу понятно, что это слово является соединением слов «homo» — человек и «rabbit» — кролик. Тем не менее, Толкин всегда резко возражал против таких ассоциаций. И для него, конечно же, главным вдохновением были древние языки, от которых он производил имена всех своих рас. Как Толкин рассказывает свою историю? Он обращается прямо к читателям, в основном к маленьким читателям, многое разъясняет, но, тем не менее, оставляет некоторые вещи за кадром, тем самым создавая эффект глубины.
мы увидим, что ту же самую методику он применяет и в «Властелине колец». Дает нам отцветы, детали маленькие прошлых легендарных событий, но никогда не рассказывает полностью, тем самым заставляя нас почувствовать, что за пределами повествования лежит большой, глубокий, проработанный мир. В «Хоббите» это еще не так заметно, но можно и тут привести некоторые примеры. Например, когда Толкин рассказывает про мать Бильбо, Белладонну Тук, он называет ее одной из 3 знаменитых дочерей старого Тука. И больше ничего не говорит. Кто были остальные дочери старого Тука? Почему они были знаменитыми? Цитата. «Я уже обмолвился, что матерью этого хоббита, я имею в виду Бильбо Бэггинса, была легендарная Белладонна Тук, одна из 3 достойных дочерей старого Тука, главы клана хоббитов, что жили по ту сторону реки. Так называлась небольшая речка у подножия холма. Хоббиты, разумеется, из других кланов, поговаривали, что когда-то давным-давно кто-то из Туков женился на фее. Разумеется, все это только сплетни, но как бы то ни было, чувствовалось в Туках что-то не совсем хоббичье. И время от времени кто-нибудь из них пускался в путешествие, в котором не обходилось без приключений. Исчезали они обычно без шума, а родственники тщательно скрывали их отсутствие. Но факт остается фактом. Туков уважали куда меньше бэггинсов, несмотря на то, что, без всякого сомнения, туки были богаче. Едва ли можно утверждать, что после того, как Белладонна Тук вышла замуж за Банго Бэггинса, с ними что-то такое приключилось. Пожалуй, нет. Банго Бэггинс, отец Бильбо, отгрохал для своей супруги роскошную хоббичью нору, какой не сыскать было ни ниже, ни выше по холму, ни даже по ту сторону реки. Нору, в которой они и прожили до конца своих дней. Тем не менее, не исключено, что их единственный сын Бильбо, который хотя и был внешностью и характером точной копией своего уравновешенного и рассудительного отца, унаследовал кое-что и по линии Туков, нечто такое, что ждало только случая, чтобы всплыть на поверхность. И здесь мы можем увидеть главный внутренний конфликт в развитии персонажа Бильбо, в развитии его характера. Конфликт между его бэггинсовской и туковской стороной. Он как бы состоит из 2 частей, причем одна из них спокойно, безмятежно спит до поры до времени. Одна из них Бэггинс, обычный обыватель, который никогда не мечтает о чем-нибудь великом, просто живет своей маленькой мещанской жизнью. А другой стороне он еще не подозревает. Мы можем сравнить это с нашим характером. Некоторые из нас, во всяком случае, тоже, возможно, мечтают о каких-то великих подвигах, свершениях, о том, чтобы сделать что-нибудь существенное, заметное. Но для этого нужно отправиться в приключения. Для этого нужно выйти из своей зоны комфорта, что для многих из нас является довольно-таки трудным заданием, и мы предпочитаем забывать об этом, подавлять эти наши желания. То есть Бильбо Бэггинс здесь является нашим идеальным проводником в мир этого рассказа. Мы можем полностью себя с ним ассоциировать. И тут, когда он живет своей обычной жизнью, ничего не подозревая, ничего не ожидая, в этот его сонный мир врывается Гэндальф. Да-да, Гэндальф. Если бы вы слыхали хотя бы 4-ю часть из того, что слыхивал о нем я, а слыхивал я разве только малую толику того, что о нем говорилось, вы бы наверняка уже приготовились к какой-нибудь замечательной истории. Истории и приключения, причем свойства самого необыкновенного, следовали за ним по пятам. Итак, Гэндальф приходит к Бильбо, предлагает ему поучаствовать в приключении. Тот, конечно же, не соглашается, но, как ни странно, Гэндальф не уходит. Бильбо пытается от него отделаться. И смотрите, что происходит. «Доброе утро», — вымолвил он наконец. «Благодарю вас. Нам тут никакие приключения не надобны. Лучше бы вам сходить куда-нибудь за холм или за реку». Хоббит ясно давал понять, что на этом разговор окончен.
Гэндальф усмехнулся. «Сколько уже у тебя этих твоих доброе утро? На этот раз оно, видимо, означает, что тебе не претерпится отделаться от меня, и что это утро не будет добрым с тех пор, пока я не уберусь подальше». Таким образом, вежливая фраза Бильбо показывает нам несоответствие формы и содержания. То есть такие фразы, в которых часто выхолащивается значение. То есть мы видим, что Бильбо старается быть вежливым, говорит «доброе утро», но на самом деле под этим он подразумевает: а не убраться ли вам по добру, по здорову, подальше? Но Гэндальфа так легко не спровадить. Гэндальф является здесь таким катализатором перемен. Он обнажает две стороны Бильбо. Когда он представляется, в Бэггинсе просыпается что-то. Просыпается его поэтическая натура, потому что он вспоминает историю о Гэндальфе. Не тот ли вы Гэндальф, который подбил стольких наших мальчишек и девчонок, очертя голову ринуться навстречу сумасшедшим приключениям, лазать на деревья в гости к эльфам, плавать под парусами к далеким берегам? Все так заманчиво. Я хотел сказать, здорово вы умели всех тут переполошить. То есть откуда-то из глубин бессознательного у него возникает это слово «так-то заманчиво». И не просто слово. Когда он описывает все фейерверки Гэндальфа, как они были похожи на разные цветы, его язык становится поэтическим. Проза куда-то уходит, и в нем просыпается любитель поэзии, любитель приключений. То есть вот этот конфликт начинает развиваться. Мы видим, что отношения между двумя сторонами его характера очень сложные. Туковская сторона никогда полностью не побеждает бэггинсовскую, даже в самом конце произведения. Но, тем не менее, Гэндальф выталкивает Бильбо из его зоны комфорта. Хотя Гэндальф и уходит, Гэндальф вернется. Бильбо вздыхает с облегчением пока что, но совершает ошибку. Он не записал Гэндальфа в календарь, прямо как мы. Он пригласил Гэндальфа на чай ради любезности, но на следующий день хоббит и думать забыл о Гэндальфе. Он никогда не помнил того, чего не записывал в книгу приглашений. Ну, что-нибудь вроде «Гэндальф, чай, среда». А и на этот раз он так переволновался, что ему было не до записей. Звучит знакомо, не так ли? Во всяком случае, в моем случае, это абсолютно так. Если чего-то нет в календаре, этого не существует в природе. Или, во всяком случае, в моей памяти. Итак, на следующий день появляются гномы. Бильбо в растерянности. Он чувствует, что его жизнь утрачивает контроль. Гномы и Гэндальф ведут себя так, будто гостеприимство Бильбо в порядке вещей. И они еще и возмущаются, когда не получают своих угощений, или когда Бильбо слишком медленно действует. Не то чтобы Бильбо не любил гостей, совсем наоборот. Но он привык знакомиться с ними до того, как они придут к нему в дом. И кроме того, предпочитал приглашать гостей самостоятельно. Хоббит с ужасом подумал, что пирожков может не хватить, и он, как хозяин дома, рискует опростоволоситься. Он знал свой долг гостеприимства и готов был стоически вынести все налагаемые этим долгом тяготы, даже если бы пришлось отказаться от пирожка самому. Да, а эти гномы и Гэндальф, как они ведут себя? Что это, чай? Нет, благодарю покорно. Лучше, пожалуй, стаканчик красного вина. Раз уж мы заговорили про гномов, давайте кратко поговорим, откуда произошли их имена. Толкин берет их из старшей Эдды, из песни «Пророчество Вельвы», где приводится длинный список карликов, то есть гномов. И, кстати, интересная деталь. Первоначально Гэндальфом звали старшего гнома, то есть того, кого мы знаем как Торина Дубощита, а волшебник именовался Бладартином. Почему? На самом деле, определенная логика в этом есть. Дело в том, что все имена, в том числе и Гандальф, были взяты из этого древнескандинавского списка гномов, карликов. Соответственно, логично было
дать это имя гному. Бладортин, с другой стороны, это имя, придуманное Толкином, взятое из одного из ранних набросков его эльфийских языков. Толкин никогда не объяснял его значение, но, сравнивая его с другими эльфийскими словами, специалисты по языкам Толкина предполагают, что оно могло значить «серые равнины». Вспомним, что в «Властелине колец» Гэндальфа называли серым. Итак, мы видим, почему первоначально Торин назывался Гандальфом, а Гандальф был Дортином. Но почему же тогда Толкин внес изменения в эту номенклатуру имен? По-видимому, все было из-за того, что этимология имени Гэндальф его заинтересовала. Оно составлено из двух корней — «ганд» и «альфр». «Ганд» в древнеисландском означало «заколдованная вещь» или предмет, используемый волшебником, а «гандр» — магический посох. «Альфр», в свою очередь, можно перевести как «эльф» или же человек, который отличается от остальных. То есть «ганд-альфр» можно перевести как волшебник. Волшебник с магическим посохом. Но это еще не единственное изменение, которое Толкин сделал в первоначальный вариант своего рассказа, но мы об этом поговорим подробнее попозже. Говоря про гномов. Гномов Толкин, как он сам утверждал, писал с европейских евреев. Да-да. В «Хоббите» гномы иногда изображаются комичными и неуклюжими, но в основном благородными, серьезными, хотя и жаждущими золота, гордыми и временами назойливыми. Их воинственный характер, согласно Толкину, имеет параллели с некоторыми ветхозаветными книгами, например, Иисуса Навина, Судей, Маковейскими книгами. Как евреи, гномы лишены своей родины и живут среди других групп, сохраняя при этом свою собственную культуру. Цитата. «Гномы похожи на евреев. Там, где они живут, они одновременно пришлые и местные. Они говорят на местном языке, но с акцентом, вызванным их собственным языком». Этот язык, кстати, был придуман Толкиным, очень похожим на семитские языки. Одна интересная история, показывающая отношение Толкина к евреям и к антисемитизму. В 1938 году, когда нацистская Германия еще всячески рекламировала свою открытость и добрососедские отношения, издательство Рютен энд Ленинг из Потсдама вело переговоры с английским издательством Allen and Unwin о переводе книги на немецкий язык. Однако немецкие издатели чрезвычайно гордились идеологической и расовой чистотой своих книг и послали английскому издателю письмо с вопросом: «Ариец ли Толкин?». Когда письма передали автору, он был очень рассержен. Он отправил записку издателю Стэнли Анвину. Должен сказать, что на вложенное письмо от Рютген и Ленинг ответить слегка затруднительно. Связана ли эта нелепость с моей немецкой фамилией? Или же их безумные законы требуют сертификат арийского происхождения от всех людей во всех странах? Лично я склоняюсь к тому, чтобы отказаться давать им какое бы то ни было «bestätigung» — подтверждение, хотя я могу это сделать, и пусть катится к черту этот немецкий перевод. Во всяком случае, я возражаю против появления любой декларации такого рода в печати. Я не рассматриваю вероятное полное отсутствие еврейской крови как нечто непременно почетное. У меня много друзей-евреев, и я не могу дать повода подумать, будто подписываюсь под этой абсолютно вредной и ненаучной расовой доктриной. Вас это касается в первую очередь, и я не могу без вашего одобрения рисковать возможностью немецкого издания, поэтому я предоставляю вам два наброска возможных ответов. Редактор с Толкином согласился, и в немецкое издательство было послано полное сарказма письмо, копия которого не только сохранилась в архивах издательства, но и весело разлетелась по английской литературной среде. «Уважаемые господа, благодарю за ваше письмо. Боюсь, не до конца понимаю, что вы разумеете под словом «арийское». Я не арийского происхождения. Арийское — это ведь индоиранское. А насколько мне известно, никто из моих предков не говорил на хиндустане, персидском, цыганском или подобных языках. Но если я должен понимать, что вы осведомляетесь не еврейского ли я происхождения, могу ответить, что, к моему сожалению, у меня, похоже, нет предков из этого одаренного народа. Мой прапрадед попал в Англию из Германии в 18 столетии, в
Потому я большей частью английского происхождения. К тому же я английский подданный, и этого должно быть достаточно. Я привык, тем не менее, с гордостью носить свою немецкую фамилию, и делал это даже на протяжении последней прискорбной войны, в которой служил в английских войсках. Не могу, однако, не отметить, что если неуместное изыскание этого рода становится правилом в литературе, то недалеко время, когда немецкая фамилия перестанет быть источником гордости. Думаю, это письмо ставит точку над всеми вопросами, какой позиции Толкин придерживался в этом вопросе. Но вернемся к нашим гномам. После того, как они наелись, они начинают петь. И песни для них — это не просто развлечение, а способ напомнить о их истории. Я не буду сейчас петь всю эту песню, только прочитаю начало и конец, как стихотворение. Там, за туманных гор хребтом, в пещерах наш подземный дом. Чуть рассветет, и мы в поход уйдем за древним золотом. Там молот гномов не молчал, в глубоком мраке гулкий зал, где жили мы в объятиях тьмы, и каждый золото ковал. Людей и эльфов короли за золотом к пещерам шли, чтоб рукоять меча убрать плененным пламенем земли. И в конце, когда они рассказывают о том, что случилось с их жизнью, они поют. Но, распластав свои крыла, несчастье буря принесла. Упал на лес огонь с небес, и сосны выжжены дотла. В долине колокольный звон, на город двинулся дракон. Свирепый лют, и гибнет люд, в руины город превращен. Дымится черная гора, и входа черная дыра. Последний гном потянул дом, настала черная пора. Там, за туманных гор грядой, в пещерах жили мы с тобой. Чуть рассветет, уйдем в поход, за наше золото на бой. Интересно понаблюдать за чувства, пробуждающиеся в Бильбо этой песней. Для него пока что приключение представляется все равно просто долгой прогулкой. Мы читаем, пока они пели, Хоббит почувствовал, что сам проникается любовью к прекрасным вещам, созданным искусственными руками, и не без волшебства. Любовью сильной и ревностной, всегда жившей в сердце у гномов. И то самое нечто, что унаследовал он по линии Тукков, проснулось в нем, и ему захотелось отправиться в путешествие, увидеть большие горы, услышать шум водопадов, свист ветра в соснах, проникнуть в подземные пещеры и носить меч, а не тросточку. Бильбо посмотрел в окно. Над кронами деревьев высыпали звезды. А хоббиту чудились драгоценные камни, сверкающие в подземных пещерах, о которых пели гномы. В лесу за рекой неожиданно вспыхнул огонь. Наверное, кто-то разжег костер. Хоббиту почудилось, что это ужасные драконы спускаются с неба на его тихий холм и сжигают все на своем пути. Он содрогнулся от страха и тут же стал просто-напросто господином Бэггинсом. То есть опять его стороны характера переливаются из одного в другое. Костры за окном быстро потушили его энтузиазм, и он снова испугался и предпочитает жить тихой, спокойной жизнью в своей уютной норе. Кстати, как мы узнаем, дракона зовут Смауг. Это имя сам Толкин называл дешевой филологической шуточкой, потому что «смауг» — это форма прошедшего времени от древнегерманского глагола «смуган» — «протискиваться в нору». Такая вот шутка. А первоначально дракона звали Прифтан, от валлийского слова «приф» — «хищник» и «тан» — «огонь», то есть огненный хищник. Итак, Бильбо испугался и уже хочет ускользнуть с этого собрания. А уж когда слышит, что из этого приключения можно и не вернуться, теряет над собой контроль. Бедный Бильбо не мог больше терпеть. При словах «могут не вернуться» ему захотелось кричать, и он таки крикнул. Это было похоже на гудок паровоза, выходящего из туннеля. Гномы повскакивали с мест, опрокинув стол. Гэндальф заставил верхний конец своего волшебного посоха вспыхнуть синим пламенем, и в этом сиянии на коврике перед камином все увидели несчастного хоббита, который стоял на коленях и трясся мелкой дрожью. И вдруг хоббит рухнул и остался лежать, вскрикивая: «Меня убила молнией! Меня убила молнией!» Ах, бедный хоббит!
борьба между Туковым и Бэггинсом проходит очень сложно. После того, как он немножко очухался и услышал разговор гномов, которые называют его бокалейщиком, туковская сторона снова берет верх, и он теперь снова хочет доказать гномам, что кое-чего стоит. Хотя нужно помнить, что сторона Бэггинса в нем до сих пор присутствует и всегда будет присутствовать. Например, когда он просит рассказать все детали этого предприятия, гномы говорят, что все было в песне. «Горы и камни!» — возмутился Торин. «Разве ты не видел карту? Разве не слышал нашу песню? Разве не об этом мы ведем речь все это время?» Дело в том, что для гномов песня, как я уже говорил, привычный стиль повествования, потому что они все живут в Дероите и Архаите. Бильбо же, как прозаический персонаж, привык обговаривать все подробно. Для него все должно быть изложено в прозе, изложены все детали. Например, он говорит, чье это золото? То есть он хочет убедиться в том, что это золото действительно их, что здесь никакого грабежа не будет. Тем не менее, Гэндальф, кажется, знает не только содержимое кладовых Бильбо лучше его самого, но и самого Бильбо тоже. Он говорит, «Я сказал грабитель, значит грабитель, или станет таковым в свое время. Вы еще не знаете, на что он способен». Да, он и сам пока не догадывается. Тем не менее, после некоторого периода энтузиазма, Бэггинс в нем снова берет верх. И он говорит в конце их собрания, «Мне кажется, вам нужно просто пойти на восток и посмотреть на месте, что к чему. В конце концов, там ведь есть потайной ход, да и дракону хоть когда-нибудь нужно выспаться. Осмелюсь выразить уверенность, что если достаточно долго посидеть на приступочке, что-нибудь обязательно придумается. А теперь, я надеюсь, вы поймете меня правильно, не кажется ли вам, что разговор на сегодня пора заканчивать? Как насчет того, чтобы сейчас лечь спать, а завтра выйти пораньше? Перед тем, как вы уйдете, я приготовлю завтрак». То есть он уже пытается выйти из этого предприятия и не считает для себя возможным или нужным участвовать в нем. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть эту мысль. Для нас Хоббит является проводником в мир героического эпоса. То есть мы в нем можем увидеть себя. Если бы главным персонажем этого произведения был бы Гэндальф или Торин, для нас было бы гораздо сложнее ассоциировать себя с ним. Хоббит, да, мы можем понять все его колебания, мы можем понять его мысли, что он чувствует. И также мы не должны забывать, что это изначально была история для детей. И Толкин использует свой авторский голос, также ремарки Гэндальфа, чтобы, например, не так сильно пугать детей, и чтобы добавить детали, которые им будут интересны. Да, Толкин не считал правильным ограждать детей от страшных рассказов. Он говорил, что детям надо вырасти, а не оставаться Питер Пенами, то есть вечно маленькими. Но он был в то же время осторожен с дозировкой страшного, часто перемешивая ее со смешными деталями. Например, Гэндальф говорит, что дракон слишком жирный, потому что съел слишком много гномов и людей. Таким образом, сам факт поедания, пожирания людей компенсируется комическим эффектом того, что Гэндальф говорит, поэтому дракон стал слишком жирным. Или он говорит Торину, что твой отец, Трайан, ушел из дома в четверг 100 лет назад. Да, он дальше говорит про то, как он погиб в подземельях некроманта, но, тем не менее, мы видим эту комическую нотку. Ушел из дома в четверг 100 лет назад. И да, упоминание некроманта, из которого вырастет впоследствии замысел «Властелина колец». И многие читатели после выхода «Хоббита» просили рассказать о нем побольше. В период написания «Хоббита» Толкин уже знал, какой персонаж кроется за этим прозвищем, так как Саурон, а это именно Саурон, фигурировал в главах Сильмариллиона, написанных гораздо раньше. И для создания «Властелина колец» существенную роль сыграли письма читателей «Хоббита», которые просили написать продолжение, где подробнее бы рассказывалось про таинственного некроманта. В письме в издательство, написанном в процессе работы над «Властелином колец», Толкин замечает, продолжение получается более взрослым, и винить в этом следует читателей, как юных, так и более пожилых, которые слали мне письма с просьбой побольше рассказать о некроманте, так как некромант — это вам не детские игры. Ну а у нас детские игры тоже заканчиваются, потому что в следующий раз мы встретимся уже за пределами уютного Хоббитона.
Тролличьей роще, где нас будут ждать, угадаете кто? Это был Анатолий Акапарцхаль на прямой связи из бэкэнда. Свои мысли, пожелания и вопросы вы можете, как обычно, прислать на адрес mail info@tolkien.blog. Я буду рад получить их. Ваня Сулия. Попутного ветра.